Пошел уже четвертый год, как мы живем и путешествуем по бескрайним и красивейшим просторам Турции. За это время мы осмотрели огромное количество как природных достопримечательностей этой огромной и удивительной страны, так и массу исторических мест. За эти годы мы наездили более 40 тысяч километров на нашей машине от Ризе и Трабзона до Дидима и от Стамбула и до города из сказок Шахрезады Мардина. Количество древних городов в Турции просто зашкаливает. От странных мегалитических сооружений времен неолита до совершенно невероятной красоты древних мегаполисов античности. Малая Азия по их количеству и значительности намного опережает Европу. Вот посмотрите, сколько руин древних городов расположено в непосредственной близости города Мерсин. Это все в пределах 2 часов езды. Это больше, чем во всей Греции. Тем не менее, мировая туристическая индустрия не торопится раскрыть все тайны и все масштабы этого явления. И на мой взгляд, одной из причин этого является несоответствие масштабов, размеров, качества и количества руин древних городов Турции евроцентрической теории мира, проповедуемой англосаксонской историографией. Причем это не мешало им спокойненько раскапывать и разграблять и вывозить древнейшие артефакты из этой страны. А тут еще многие современные находки на территории Турции корни ломают эти их теории. Но, как говорится, нет худа без добра. Здесь огромное, нетронутое, непаханное поле для альтернативных исследований. Ведь сохранилось невероятное количество руин, до которых не добрались еще шаловливые ручки археологов и реставраторов, воспитанных на этой же евроцентрической теории. Поэтому сегодня я начинаю серию фильмов, в которых попытаюсь классифицировать и подробно рассказать об основных древних типах захоронений, которые я видел и снимал на территории Турции. Почему именно захоронений? Потому что, на удивление, это именно то, что отличает между собой древнеантичные города. Ведь они удивительно похожи друг на друга и обладают одним и тем же типовым набором зданий и сооружений. Это обязательно театр, Одеон, Нимфеум, Агора, стадион, пара-тройка больших строений, называемых то храмами, то мавзолеями, парочкой бань, построенных именно императором Адрианом, и некрополи на окраине города. Все они могут отличаться своими размерами в зависимости от количества населения города, но они построены по одному и тому же канону, описанному еще древнеримским ученым Витрувием в своем труде об архитектуре. А вот способы захоронения бывают весьма разными. Причем даже в пределах одной территориальной единицы или государства. А некоторые типы, наоборот, распространены по всей территории Малой Азии, вплоть до Сирии и Израиля. Поэтому я решил все это как-то систематизировать, ознакомить вас с названиями и терминами, описывающими эти захоронения, ну и показать вам их, чтобы вы увидели все своими глазами. От самых больших и помпезных до самых небольших и скромных в кувшинах и в урнах для пепла после кремации, а иногда и просто в земле. А также расскажу, для чего служили вот такие вот маленькие саркофаги. И начнем мы с античных понтов. Это так называемые гробницы храмового типа. Классическим примером являются монумент Нереид, украденный англичанами из Ксантоса и выставленный в Британском музее, а также Хираон в Сагалассосе. Они практически идентичны по своей конструкции и внешнему виду. Ну и давайте наконец начнем наш обзор, который, как всегда, не обошелся и без сенсаций. Первый мавзолей античного комплекса Эмбриагон. Здесь также вот это храмового типа. Причем вырублена она в монолите. И колонны здесь ионического снизу ордена. А вот сверху, судя по всему, было пристроено. Потому что уже так себе
Колонны так себе капители. Но все равно работа мощная. А здесь, скорее всего, была скальная гробница, которая такая же, как сзади. Видите, это все монолиты. И опять ласточки живут. Вот. Выровненная площадка. Вот здесь то, что было раньше. Видите? Это античка, расширяющаяся к низу. Проем здесь. Но обратите внимание, ведь этот монолит, он был вырублен, а здесь, видимо, вырубали это место, как карьер использовали. Видите? И вот здесь четко видно, что здесь никакие не инструменты высокопроизводительные, а кирка и кайло. Видите следы? Где елочка наша? Нету. Вот они, удары остроконечные. Вот они. Ай. Была штукатурочка здесь, судя по всему. Или это верхний слой так отслаивается. Нет, штукатурка была. Походу. С имитацией троянки. Что-то меня это удивляет. Посмотрите. Что-то слишком крепко для штукатурки. А вот для слоя, который подвергался размягчению, это очень даже похоже. А? Как вы думаете? Посмотрите. Ну, что-то очень крепко для штукатурки. Ну, просто невероятно. И на ней следы трояночки, как бы. Удивительно. Да, вот смотрите. Здесь четко видно, что это какой-то мягкий слой сверху отходит. Вот это да. Вот это находочка. То есть, ну, если бы штукатурили, они бы следы инструментов кайлата заштукатурили бы. А здесь нет. Удивительно дело. Посмотрите. Вот он слой. Вот он. Твердый. Но это не штукатурка. Это не штукатурка. Вот они, следы троянки, видите? Вот они. И вот он отслаивается весь. Вот это да. Это я нормальненько так зашел. Вот, смотрите внимание, видите? Сходит. А снизу еще такой известняк с блестками. Интересно. Вот такая штука. Возьму с собой. Немного обалдев от своей находки, я даже забыл, зачем пришел, и не показал вам ни качество кладки, ни попытался заглянуть на второй этаж. Но все это мы увидим в близнеце его, к которому сейчас мы подойдем. Официалы относят эти строения ко второму-третьему веку
нашей эры, то есть во времена уже Римской империи. Особенно левое здание очень похоже на античное. Соблюдены прямо все пропорции, все размеры. Прямо один сплошной Витрувий. Но есть одно большое но. Это качество. Хотя именно вот это пониженное качество и позволяет историкам называть это сооружение гробницей храмового типа. Реальный храм был бы несравненно более высокого качества, блоки были бы лучше подогнаны и лучше обработаны. А здесь тип храмовый, то есть дромос впереди, вот это первая часть. Наос называется и дальняя ближе к стене пронаос. Но обратите внимание на кладку. Она с отбитыми углами, кое-где не подходит. Ну, сказать, что это расшатало землетрясениями, ну, возможно, но все-таки отбитые углы – это не следы выбивания железных скоб. Их здесь, видимо, вообще нет, иначе бы разобрали это все. Это отбивали углы нерадивые строители. И еще поражает вот этот вот римский авантюрный стиль строительства. То есть так бесстрашно а, сделать основным несущим элементом единственную арку посредине постройки, это могли сделать только римляне. Но тем не менее этот авантюризм оказался оправданным и вполне продуманным, и постройка простояла 2000 лет без особых разрушений. Правда, потолок все же обвалился. Здесь неподалеку есть еще одно очень похожее сооружение, где также наблюдаются весьма странные и необычные архитектурные и строительные решения. Это Мезгит-Кале. Ну и когда находишься внутри и рассматриваешь эти блоки вблизи, не покидает ощущение, что они все бывшие в употреблении уже. То есть вся постройка, она пересобрана. Отсюда и повреждения блоков, некоторые несовпадения, плохая обработка. Вот видите, кое-где в дырке между камнями просто засунуты другие камушки, где-то шлепнули раствора немного, что опять-таки, ну вот видите, доказывает, что это Рим. Но интересна конструкция арки, обратите внимание. Она сложена из Г-образных блоков. То есть один блок Г-образный в стену в эту сторону, а верхний он уже направлен в другую сторону. И она вот такими из букв Г собрана, что позволяет ей распределять нагрузку по стенам. То есть вот эта вот неряшливость, неаккуратность и выдает Рим. Хотя даже сделали ход трапециевидный, как в истинно античном храме. И если бы не вот это вот все мной перечисленное, то можно было бы спокойно это отнести к античной архитектуре. Но под храмом должно быть подземелье, а под античной могилой должен быть Гиппосорин, который есть под соседним зданием. Оно очень похоже на первое здание, которое мы смотрели, но наверху у него стоит саркофаг. Как он туда попал, большая загадка. То есть это можно было сделать только в процессе строительства. Согласно надписям, там похоронены два брата с четкими римскими именами. И это единственное место, где из 7 гробниц храмового типа в Волбе были обнаружены саркофаги. А на первом этаже в монолитной этой скале находится Гиппосорион. И если в первом мной показанном здании вход в Гиппосорион был спереди, то здесь он сделан с левого бока. Сейчас там его полностью завалили, там была небольшая такая щель над землей, поэтому пробраться туда нет возможности. Ну там обычная комната. И обратите внимание, мы снова видим здесь этот отслаивающийся слой. Причем этот слой, он более крепкий, чем известняк под ним. И как вы сами видите, здание того же самого архитектурного типа несет на себе те же следы непонятного воздействия. И если я еще с некоторым скептицизмом раньше относился к вопросу размягчения камня на какую-то глубину для удобства обработки его инструментами небольшой твердости, то сейчас я в этом почти на 100% уверен. Причем обратите внимание, этот отслаивающийся слой есть только на тех местах, где заметна обработка камня инструментом, похожим на троянку. Видите, полосочки крупные. А вот где просто стены обработаны киркой или там зубилом, таких следов отслаивания нет. Там стены просто потемневшие от времени. Ну и просто посмотрите на окружающие камни, которые дикие, нетронутые.
Вот как они выглядят. Эрозия за миллионы лет, конечно, заметна, но ничего тут не облазит и не отслаивается. Сами видите. Также не подвержены этому явлению, вернее, ну почти не подвержены места, где была грубая обработка без всякой троянки. Скорее всего, вот эти мелкие, они видно отбитые. Это не вот такие отслоения. И вот монолитная скала снизу, на которой стоит все это сооружение. Оно тоже, в общем-то, целое, ничего с нее не слазит. А если и слазит, то опять-таки в тех местах, где видны следы вот этого вот инструмента, который называют троянкой. Поэтому, возможно, это была никакая не троянка, а именно тот инструмент, который как раз-таки размягчал породу, и он очень легко снимал излишки камня. Побочным эффектом этого процесса явилось то, что потом размягченный камень застывал гораздо крепче, чем нижележащая неразмягченная порода. И в итоге за тысячелетия из-за микротрещин вода проникала между этими слоями, и в результате вот получилось, что он отслаивается. Кто сомневается в моем утверждении, пожалуйста, ответьте на вопрос, почему это явление не наблюдается на том же самом материале, только не подверженном обработке. Он вокруг лежит, и я фотографию вам предоставил с ближайшей скалы. Но вернемся к нашему первому храму. Обратите внимание, задняя сторона без узоров. И это мне напомнило строение под названием Мезгит-Кале, которое я обещал вам показать, и оно также выполнено с такими же авантюрными архитектурными идеями. Максим с канала «Забытые руины» очень подробно рассказал об этих несуразностях в одном из своих фильмов. Но что интересно, качество сборки Мезгит-Кале неизмеримо выше. И что интересно, на нем, кроме пары фаллических изображений, нет больше никаких украшений. Как и на задней стенке сооружения в эмбриогоне, про которые я рассказывал. А если посмотреть на них сзади, то они вообще близнецы-братья. И вот я склоняюсь все больше и больше к тому, что вот это сооружение, оно было пересобрано в римскую эпоху из аналогичного Мезгит-Кале сооружения, но разрушенного. Поверх скромного, как раз подобающего для захоронения антаблемента, они набили свои аканты и пальметы, и получилась римская архитектура. Обеспечить такое же качество сборки они не смогли, потому что к тому времени руки у человечества от плеч опускались все ниже и ниже. Ну и с задней стенкой они поступили точно так же, как поступали со своими саркофагами, то есть оставили все как есть. Чуть дальше по дороге стоит еще одно точно такое же сооружение, которое тоже почему-то называется гробницей. В архитектурном плане он сделан абсолютно идентично. И только, ну, разница в небольших украшениях. Наверху, видимо, была вот там медуза Горгона или портрет самого этого человека. А также сделана крыша, лежащая вроде по античным традициям, но на римской арке по центру. В центре здесь, по-видимому, стояли две колонны, которые должны были держать блоки антаблемента. Но их кто-то наглым образом спер. И, по-видимому, как раз хозяин следующей гробницы, которую мы будем рассматривать. Качество сборки почти аналогично недавно рассмотренному. Так себе. Внутренняя арка построена вообще по-хулигански. Г-образных блоков на всю арку всего 4. И все это разгильдяйство свидетельствует лишь о том, что строилось это не для живых людей и не для постоянного их там нахождения. В общем, несколько удешевленный вариант храмовой гробницы, ну, не для очень крутого, но такого подкрученного джентльмена. Стоит он также на монолитной скале, но гипосория под ним нет, хотя вход в него мог осуществляться путем поднятия какой-нибудь из плит пола. Так что в этом случае понты не засчитаны, в отличие от этого вот огромного мавзолея, расположенного среди скальных гробниц. Тут все прямо по-королевски на первый взгляд, но при тщательном рассмотрении возникает снова масса и масса вопросов. Забегая вперед, скажу, что здесь прямо намешано лютое количество перестроек, но все они сделаны так довольно с умом. Дорога идет
вдоль скальных гробниц, которые я покажу уже в следующем фильме про скальные гробницы, но они типичные для этой местности. Расположенные между рекой Гёксу, в древности она называлась Каликаднос, и рекой Ламас, который сейчас называется Лиманлу. Он выходит в районе города древнего Карикас. В IV-III веке для нашей эры это были границы как раз государства Олба. Государство очень интересное, оказавшее достойное сопротивление Александру Македонскому, который с ними просто завис на них надолго и потом плюнул и пошел дальше. И это уже третий случай, который я знаю на территории Малой Азии, где был развеян миф о непобедимости Александра Македонского. Давайте вернемся к нашему храму, мавзолею, гробнице, я уже не знаю, как это все называть. И первое, что бросается в глаза, вот это отверстие, которое, если присмотреться к краям блоков, было проделано гораздо позднее. А изначально перед этим отверстием шло продолжение классического стилобата античного. Вот посмотрите, видите по краям строения такие ступеньки? Это называется стилобатом. А то, что ниже уходит, это уже стереобат, фундамент. То есть перед строением находилась классическая античная лестница с этими конскими ступенями по 45 сантиметров. Ну и если взглянуть на строение слева, то сразу становится понятно, куда делись эти блоки передней части стилобата. Ну и колонна здесь явно не отсюда. Думаю, догадались откуда. Протиснувшись в это отверстие, мы попадаем в такое подземелье, но совершенно отличающееся по своему качеству сборки и обработки от того, что мы видим сверху. Посмотрите, это классическая античка. Здесь в стене проделана дверь, причем дверь была проделана еще на этапе строительства, это видно по верхней притолке. Видите вот эту вот небольшую прорезь в верхних блоках над дверью? Она как бы бессмысленная, но, видимо, несло какой-то сакральный смысл, и мы наблюдаем это на всех самых-самых древних порталах. Как и в первом помещении, мы видим здесь сбитые полки, находящиеся по краям комнаты. Но это ошибочно будет считать, что это были клине, так называемые, где лежали покойники и сушились там, вялились, да? Нет. Вообще сохранение тел умерших, вернее их высохших останков, оно началось где-то на рубеже эпох, то есть в нулевые века нашей эры. До этого, как правило, тела либо сжигались, либо просто закапывались в землю. В сосудах, гробах или просто так. Надеюсь, вы обратили внимание на разницу в блоках нижней части и верхней. Вот посмотрите еще раз. Это совершенно разный материал, совершенно другое качество обработки и руки, растущие из другого места. Ну и растворчиком вот они не гнушались баловаться. В общем, это явно поздняя надстройка. Какое из всего этого можно сделать заключение? Римляне обнаружили остатки древнего античного сооружения, вернее осталось только от него подземелье и стилобат. Сверху практически ничего, и они приспособили это себе под гробницу. Это было вполне нормально в те времена, даже саркофаги многократно использовались и свои, и чужие, поэтому ничего здесь странного нет. Странно лишь то, что проблема здесь с датировками. По признанию самих же ученых, они не обнаружили в королевстве Олба ни одного захоронения, принадлежащего именно народу Олба. Нет даже ни одного упоминания. То есть в королевстве не существовало традиции сохранения памяти об умерших. Поэтому первые захоронения в виде таких полигональных каменных гробниц, они были изготовлены только с началом эпохи селевкидов. Это рубеж 4 и 3 веков до нашей эры. Таких могил было найдено всего 6. Как и где хоронили до них граждан Олбы, никто, в общем-то, до сих пор не знает. Согласно материалам большой научной конференции, проходившей в Мерсине в 2008 году, историки пришли к такому заключению, что как бы до прихода селевкидов Олба была хоть и государством священников,
но оно было достаточно примитивным и большей частью сельскохозяйственным, занимавшимся только вином и оливками. Этот бизнес, в общем-то, и сейчас считается одним из самых доходных. Поэтому деньги у них, может быть, и были, но культура находилась на довольно низком уровне. И расцвет их культуры и цивилизации начался именно с приходом Селевка Никатора, который не пошел с ними на конфронтацию, а заключил с ними мирный договор, и они прекрасно вошли в состав его империи. И именно при нем началось строительство больших городов вдоль побережья, выполненных в эллинистическом стиле и прославивших эту территорию. В общем, как говорится, историки договорились считать, что... А ведь городов было построено немало. Это Селевкия, Карикас, Элеусасибаста, собственно, сама Олба, Канителис и еще много других. На этом мы порешили. Все, что было построено в Волбе, было построено при селевкидах и далее при римлянах. Все, начиная от полигональных строений древнейших и кончая римскими могилами храмового типа. То есть эти люди на полном серьезе предлагают нам поверить, что какая-то шайка полупьяных козлопасов, едва сумевших выбить в скале ямку для сбора воды 1,5 на 2 метра и кое-как перекрыть ее грубо обработанными блоками, через каких-то пару веков научилась делать вот такие вот шедевры из камня? Да ладно. Ну и да бог с ними. Раз уж зашла речь о Илауса Себасте, то тут есть еще одна уникальная гробница так называемого храмового типа. Внешне она ничем не примечательна, и еще, что странно, она стоит спиной к дороге. Но войдя вовнутрь, вы обнаруживаете вот такие вот странные ниши, полукруглые по типу аркосолиев. С каждой стороны их по 4 штуки. И это самый, что ни на есть, настоящий римский колумбарий. То есть место хранения костей или пепла сразу многих людей. Таких много обнаружено на территории Римской империи на Апеннинском полуострове, в общем-то по всем Балканам они находятся. А вот на территории Турции я такое вижу впервые. В эти ниши ставились либо вот такие вот большие урны с прахом сожженных людей, причем иногда нескольких, либо вот такие вот астатеки, которых хранили либо кости, либо тоже пепел. А возможно, это и был склад тех самых древних античных инструментов. Мало ли что люди могут складывать в красивые, бывшие в употреблении коробки. Я, правда, больше склоняюсь к колумбарию. Видимо, человек, построивший этот колумбарий, был личностью весьма консервативной и не принимавшей новободные захоронения в саркофагах. А может быть, переехал из другого региона и не тащить же с собой саркофаги. Раскидал кости горячо любимых предков по каменным ящичкам-остатекам, саркофаги продал, а на вырученные деньги построил в Елаусе Басте им такое вот коллективное место последнего упокоения. Надеюсь, что вместе им здесь будет гораздо веселее. А может быть, просто отжал у общины какое-то старое античное сооружение, полуразрушенное, и превратил его в склеп. Лично я склоняюсь именно к такой мысли, что большинство из них были созданы именно таким образом. Ну как, нормально я вам накидал возможных версий событий? И заметьте, ведь вполне правдоподобных и обычных житейских. И вот такое же ощущение у меня возникло, когда я читал выступления маститых академиков и профессоров на этом симпозиуме. Мир у нас свободный, и все имеют право думать все, что хотят. Особенно в такой веселой науке, как история. Вот здесь вот, например, ниши гораздо мельче. Я думаю, что здесь именно стояли урны с пеплом, так как они размером гораздо меньше, чем астатеки. Сейчас я выйду наружу, и вы увидите, что вот этот вот вариант гробницы почти один в один копирует эталонные варианты гробниц храмового типа, которые я показал вам в начале своего фильма. Это Хераон в Сагаласосе и монумент Нереид в Ксантосе. Нет только танцующих девушек по нижнему поясу, но вполне возможно, что их еще просто не откопали, и они лежат под заносом. И заметьте, вот на этих камнях стояли колонны, и в местах крепления базы колонн к основанию были сделаны вот такие вот чашеобразные углубления. Ученые договорились между собой считать, что это углубление для жертвенных напитков типа масла и вина. Но тогда получается, те, кто сделал здесь колумбарий и выбил эти ниши, они пришли уже сюда
тогда, когда колонн уже не было. То есть этот факт, с одной стороны, подтверждает мою гипотезу о том, что колумбарий здесь вторичен, а с другой стороны опровергает теорию о том, что человек этот был богат. Богатый человек либо бы сделал новые колонны, либо поднял упавшие, они все лежат внизу. Он однозначно бы восстановил это строение, иначе он не был бы римлянином. Тогда получается, что это был колумбарий для бедных, у которых не было денег на саркофаг, и они могли позволить себе только сожжение умершего человека. И именно такое использование колумбариев подтверждается историческими данными. Это были многоэтажные, многоместные захоронения для бедняков. Поэтому-то это здание отдали беднякам, и поэтому никто не поднимал колонны. Видите, как легко в исторической науке выдвинуть теорию и также легко опровергнуть. В общем, боюсь, что у вас голова пошла кругом, как и у меня, от этих всех сложностей с классификацией, но по-простому все выглядит так. Это двухуровневое строение с двускатной каменной крышей и колоннами в передней части. Внутри же тут каждый сам себе режиссер, может быть все что угодно. На этом я заканчиваю первую часть своей серии фильмов про античные захоронения. В следующей серии нас ждет встреча с гробницами башенного типа. Их не так много, но они не менее интересны, поверьте. И в качестве постскриптума, чтобы окончательно вас запутать, я скажу, что ни вот это здание, ни вот это, которое с колоннами длинными, они вообще могут не являться мавзолеями. К этой мысли меня подтолкнуло, во-первых, низкое качество исполнения, во-вторых, отсутствие под ними гипосориана, такого цокольного этажа, ну и в-третьих, отсутствие клине, то есть этих длинных полок вдоль внутренней стены сооружения, на которые якобы клались покойнички. В обоих строениях присутствуют на задней стенке только небольшие подставки под бюст или статую поминаемого. Что это могло быть, я вам расскажу в следующем фильме. А пока разрешите откланяться. Пока-пока.